Дорогие друзья, канал «Домашняя кухня» с Аллой приветствует вас. Друзья, всем привет! Сегодня с вами готовим печеночные котлетки. Я их очень люблю. Расскажу, из чего они состоят. Здесь у меня 500 грамм печени индейки. В это блюдо, кроме печени индейки, еще можно использовать куриную печень. Дальше 300 грамм жирной свинины, кусочек маленький от лопатки. По большей части тут больше сала, чем мяса. Нам понадобится 2 луковицы, 1 яйцо, пол чайной ложки соли, молотый кориандр, или можно его измельчить перед тем, как готовить фарш, это будет еще вкуснее. Значит, перец молотый черный и пару ложек столовых муки. Мука, я думаю, 2-3 ложки понадобится, но потом точнее уже, когда будем готовить фарш, точнее определим, сколько нужно будет муки. Ну и масло растительное для жарки. Итак, приступим. Сначала я сделаю фарш. Свинина у меня уже порезана. Печень я не буду резать, она небольшая. Единственное, порежу небольшими кусочками лук для того, чтобы измельчить вместе с печенью и свининой в мясорубке. Друзья, ну вот я сделала фарш. Тут даже видно, в какой последовательности я делала. Сначала лук, потом жирную свинину и потом только печень. Сейчас сюда добавлю соль, яйцо, вот такую ложечку кориандра. Кориандр в этом рецепте просто необходим, без него даже не стоит и начинать делать эти котлетки. И вот где-то 1/3 чайной ложки черного молотого перца. Все перемешаем. Мешать я буду этот фарш ложкой, потому что он жидковат. Для этого будем добавлять сюда муку. Фарш получается сразу ароматный. Запах просто обалденный от лука, от специй. Жирная свинина или грудинка, или сало здесь просто необходимы. Без вот этого продукта сочных вкусных котлет не получится. И теперь добавлю сюда муку. Можно добавить манку. Кто любит манку, добавляйте манку. Я привыкла делать эти котлеты с мукой. Пока добавлю 2 ложки муки с горкой. Размешаю, посмотрю, какая будет консистенция. Эти котлетки я буду выкладывать на сковороду тоже ложкой. Они у нас будут как оладьи по величине и толщине. Итак, друзья, вот смотрите, я считаю, что 2 ложек муки мне достаточно. Видите, фарш еле сползает с ложки. На этом и остановимся. Сейчас я закрою фарш пленкой и оставлю его постоять где-то полчаса-час. Как у вас будет получаться. Но настояться ему надо, чтобы фарш пропитался ароматами лука и специй. Друзья, на разогретую сковороду наливаю маслом. И столовой ложкой буду выкладывать котлетки. Толщина примерно 1 сантиметр.
кого индукционная плита, я с 9 перевожу жарку котлет на 8 и закрываю крышкой. Жарим до образования золотистой корочки. Друзья, котлеты уже, я вижу, обжарились с одной стороны, их уже можно перевернуть. Печеночные котлеты всегда будут такого коричневого цвета, потому что это печень. Сейчас я их закрою опять крышкой и буду жарить опять минутки 2-3 с другой стороны. Печеночные котлетки готовы. Я их складываю на тарелочку. Эти котлетки можно употреблять и в горячем, и в холодном виде, с любым гарниром, с гречкой, с рисом, с картофельным пюре, просто с отварным картофелем, с различными овощами. Эти котлетки будут вкусны. Всем желаю приятного аппетита, до новых встреч и пока-пока. Дорогие друзья, спасибо вам за подписку на канал, за лайки и комментарии. Всем вам желаю здоровья, процветания и успехов.